Коллеги, привет, с вами Атлант. Поговорим про цену биткоина. Ну, наше предположение осталось все-таки верным, да, вышли вниз, закрепились, вернее, не закрепились, ложный выход, переключение на новую свечку, прошли, закрепились, сделали ретест и прошли ниже. Пробили психологический уровень поддержки, теперь это у нас сопротивление, да, и последующие уровни, это у нас район 23 240 и 22 800. Ближайший сильный уровень из прошлого это 22 972. Далее у нас было здесь рисовался такой паттерн, как восходя, господи, с плоским верхом треугольник. То есть здесь у нас прям вот эта высота, да, плоский верх, треугольник с плоским верхом и нижняя трендовая. Раз, два, и вот здесь третья часть, ее пробили и ушли вниз. Сейчас смотрим момент такой, что у нас Matrix Strategy в перепроданности, и сегодня давал на 15 минутке подсказку такого характера. То есть вот наш выход по нашему Атлантику подсказывал, что да, пойдем вниз пробиваться, и у нас вот эта трендовая, тоже отмеченная, это уровень 24 555, в общем, пробились вниз, попытка сделать ретест, ну, в общем, да, заход сюда, нижнюю грань зацепили, вернулись обратно, пробили вниз пробный пробой, потом возврат обратно, второй пробой, ретест, и вот здесь вот я говорил, будет, скорее всего, ретесты, посмотрим, да, если после ретеста пойдем вниз, и было окно открытия Америки, и вот это у нас окно повышенной волатильности, как раз мы в этом окне, то есть вот здесь отметка стояла, вот в этой области, что повышение волатильности перед ФРС, да, то есть перед новостным событием, что будет происходить, что скажут, да, и на этом фоне у нас получился слив, то есть, скорее всего, что-то будет негативное, да, тут буквально осталось немножко, тут слив произошел, кто-то продает. Сейчас смотрим, сколько забегает в этот момент, если много будет забегать сюда людей, которые пытаются откупить, потому что был хороший рост, и сейчас многие думают, что нужно откупать этот момент, потому что будет разворачиваться. Если вот этих вот, кто подумал, что очень много нужно откупить, то ФРС выйдет положительный. Ой, если их много выйдет, да, то ФРС будет отрицательно, да, и мы дальше можем вниз уйти. Сделать небольшой, возможно, обратный заход наверх, вот сюда, в эту область, к району 23 888. Теперь это, кстати, у нас зона сопротивления. Вот такая область. И если будем пробиваться выше, это и выше лонг приоритет, ниже шорт приоритет. То есть теперь сюда это все дело смещается. Далее. По моменту, когда заходить в лонг. Ребят, заходить в лонг, когда будет хорошее накопление, какой-то лонговый паттерн желательно, и Атлант, когда укажет вход в лонг, да, то есть по Атланту желательно разворачиваться, а еще лучше по Атланту разворот, и еще чтобы МС-ка была в перепроданности, или хотя бы где-то выходила из перепроданности в этот канал, да, это у нас пол и потолок, то есть с пола поднимались наверх. Было бы хорошо заходить в этот момент в позицию. До ФРС осталось буквально сколько у нас? Полчаса, час, полтора часа, в общем, осталось до ФРС. По предположениям, куда мы идем, я указывал это в закрытой группе. Торгую я на бирже BingX. Есть терминал от TradingView. Подсоединиться на терминале TradingView. Внизу здесь торговая панель. Выбираем биржу BingX, нажимаем подключиться и вводим свой логин и пароль с биржи. И все, и вы можете торговать прямо из этого терминала. Это очень удобно. То есть у вас и открытый график, вы видите все ваши предположения, куда может пойти цена.
выбираете, куда мы пойдем, вверх или вниз, да, встаете в позицию. Здесь открыть позицию в лонг, здесь открыть позицию в шорт. Желательно открыть настройки и размещение заявок без подтверждения сделать. То есть сначала открыть заявку, ну, убрать отсюда галочку, открыть заявку, поставить плечо, там 50 или 20, или на каком вы плече торгуете, настроить свою позицию, например, там по, смотря какими вы суммами тоже торгуете, то есть свою сумму поставили, которая вам интересна, поставили плечо, которое вас устраивает, все, позицию открыли и заблокировали ее, ну, зажали, отметили размещение заявок без подтверждения, то есть галочку поставили, нажали ОК, и все. И последующие заявки, когда вы нажимаете «Купить», она сразу просто покупается, то есть не надо будет ее подтверждать. Смотрите, подошли, например, к этому уровню, отсюда взяли позицию, ну, в продажу поставили, в шорт, да, то есть рынок подошел сюда, например, в шорт поставили, рынок смотрите, разворачивается, начинаете зарабатывать, закрыли там, смотрите следующее, да, куда идет. В общем, посмотрим, как оно дело это все отработает. По моим ожиданиям, да, мои ожидания это поход 61% по Фибоначчи в эту область. И у нас еще момент тут рисовался, да, вот у нас такая двойная вершина, и высота этой вершины, этой высота этого паттерна, это первая цель, и тут и там две высоты. Да что ты рисуешь? Так. У нас получается вот эта высота, на пробое, да, где у нас ретест вот здесь был. Так, да. То есть у нас вот этот уровень был, это, так, это у нас движение, господи, откуда я уже замерял, забыл, с этими расчетами. Так, в общем, когда у нас был отсюда выход из вот этого накопления, у нас получается высота этого накопления, да, когда мы вот здесь вот пробивались и было переключение на новую свечку, здесь еще здесь указал путь вот в эту область. И видите, да, у нас цена сюда пришла. То есть у меня там были закрытые первые позиции. Так, это дело можно убирать лишнее. Здесь у нас, да, этот момент тоже был отработан. То есть высота, мы сюда раз пришли, и потом, когда сюда пришли, пробили вниз, да, сейчас идет на ретест этого уровня. Посмотрим, как он удержит маркетмейкер или не удержит. Так, по уровням Фибоначчи, смотрите, в телеграм-канале, в закрытой группе указывал вот этот момент. Так, где я последнее скидывал. Сейчас, секунду. Так, в группе указывал этот момент. Да, вот действительно сейчас на ретест идет этого уровня. И здесь тоже, кстати, было отмечено зона повышенной волатильности, да, ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет. Ну и смотря куда пойдет цена. Если назад возвращаться к этому уровню, то у нас ретест мог быть этого уровня. Сейчас посмотрим. Сейчас могут на ФРС, если хорошая новость, резко вернуть назад, отбиться в эту часть и обратно уйти. И даже возможно вот этот момент зацепить. Сейчас посмотрим. Да, время только покажет. Но это маловероятно, более вероятно и более ожидаемый момент. То, что сейчас придет сюда, а ретестит и пойдет вниз. По этой ситуации в телеграм-канале
описывали этот момент в закрытой группе. Сейчас вели эту ситуацию уже давно. Так, вот они, ссылки скидывал, да. Ну, было опять по Джоэлю Кацу. То, что погружение, двойка, погружение. Почему там мотики положили на бок, да, все как бы такое. Далее отмечен момент, это если мы будем вниз пробиваться, да, к вот этим уровням 23, 121 по уровню Фибоначчи, вот эти области, это по большой фибе 22 800 и основная 22 354, вот в эту область, да, тоже. Потом далее по Кацу тоже вот он скидывал, что флешка, по это Bluetooth устройство. Зачем антенна? Это как фальшивка, обман. Здесь 5 волн, обратили на это внимание. То есть как на графике 5-волновка. Потом разбирали вот этот момент тоже диск от Илона Маска, да, тут немножко развернули в другую сторону. Но опять же, наш паттерн, да, и из него вот этот диск-выход пропилили низ. То есть то, что вы сейчас видите на графике. Да, вот он, наш график. И как пропил, да, идет вниз. Вот может быть вот такую штуку хотят здесь что-то такое выдать. А потом уже посмотрим. Причем могут сделать вот такой заход и потом отсюда еще сильно вниз. Типа вот такого момента, где он. То есть диск. А на этой же картине наверху идут трещотки. Это инструмент для накидных головок. Там раз, один маленький, больше и большой, как динамометрический ключ такой. В общем, их, если по ним полосы провести, да, линии соединить, то получается треугольник. Ну, соответственно, кроме как вот этот треугольник, который вот здесь у нас ближайший график, это скидывали они, когда мы еще вниз не выходили, это когда мы еще где-то вот в этой области были примерно. И предположение, что вот он, тебе, пожалуйста, треугольник, и потом, что диск будет пропиливать вниз. Вот пошли вниз пропиливать. Ну, это такое, как бы, можно сказать, додуманное было. Ну и газовая горелка, да, порезки металла у нас. Вот тоже треугольник, этот выход вниз. И видите, то, что начало положено, да, и пошли уже вниз, вышли. Далее по Шварцу еще был такой момент, диск вскрытый, вскрыт так, что печать не тронута, но, ну, в общем, вскрыт вниз, вытянули его вниз. Здесь есть отпечатки своеобразного, так сделано, как два холма тоже, типа вот двойная вершина, и то, что мы видим на, вот они, ну, просто похожи, да, как бы такие моменты, на что еще можно подумать. Вот, и здесь у нас был ретест, и пошли пока вниз, дальше посмотрим, что будет на ФРСке. Так, далее, что у нас еще здесь было? По поводу Байдена. Помните, да, когда он поднимался на трап самолета, он там споткнулся, да, вот ребята скинули, что это был момент, и там его какой-то его кто там, соратник, кто с человек, в общем, да, споткнулся за него и упал с трапа самолета. Что-то такое было. Далее, и по Маску еще был вот такой момент, что они прописывали, что не видно твитов, да, типа, что всего лишь только людей поставил. Он говорит, ну, ваши твиты, как бы 61 человек видели, 61,6, а есть по уровню Фибоначчи золотой карман начинается от 61,8%, то есть тоже такой момент, как бы, ну, слишком близко, да, к этому моменту. А девочки у нас в группе еще просчитали вот эти цифры, да, 395, тоже много чего интересного показали с использованием еще искусственного интеллекта, дополнительные, все вы тот интеллект знаете.
Так, надо долго ждать эфир. Так, что это у нас? Ну и, в общем, да, и поехали вниз. ВИК интересный, да, тоже момент. Есть такое по торговле, да, если будет коррекционное движение АБЦ, то у нас, скорее всего, здесь будет уже какой-то потом разворотный паттерн вырисовываться и могут наверх дать, ну, 23, 22 900, 23 тысячи, вот эту область. Да, есть такое. Посмотрим, как нас туда спустят. Ну, в общем, вот такая была затея, идея. Это все было вчера еще в 9 часов показано. То есть вот вчера в 9:00, как на этот выйти, на эту ссылку. Ну, в общем, понятно. И в закрытую группу скидывал, и в общую, нет, в общую группу не скидывал. В общую сегодня скинул, да, когда мы вот этот момент пробивали. Закрыл одну позицию, которую отсюда открывал. Атлант у нас на графике шортовый был, остальные позиции просто без убыток пока перевел. И еще сегодня был момент клевер, холодный кошелек, КЛВ, вот на него ссылочка есть официальная. Это наша партнерка тоже. В общем, на кошельке из-за этого пролива клевер тоже, ну, немножко опустился, где он, вот он, да, был подъем у него, и немножечко вниз его продавили. Я говорил, что если будет просадочка, можно будет немножечко откупать. И вот я его опять сегодня на 30, где, клевер USDT, еще на 30 долларов докупили. Кстати, сейчас 30 долларов, это получается 7200. То было 6300, да, где они. Вот прошлая сделка покупал 3 дня назад. Перед этим было 8 дней назад, там за 6700 или 6600 получилось. Потом вот это 6300. И сегодня получилось 7119 КЛВ за ту же сумму, за 30 монет. То есть каждый раз будут купать на проливах, на хороших проливах, на 30 долларов. Либо по истечению там, 8 дней, ну, в течение где-то недели, да. То есть, если в течение недели цена была на месте, откупаем по той цене, которая есть. Если цена упала вниз, то, конечно, раньше выкупить. В общем, мы откупаем потихонечку дно по клеверу. Интересный проект КЛВ. Это веб-интернет 3.0. Относится к Трону, относится к Джастину Сану. Лицо Трон TRX. У них и холодный кошелек, и биржа внутри, и кошельки, как сказать, и кошелек, который аппаратный. Вот есть и аппаратный кошелек, можно пользоваться. Еще сегодня посмотрим, что будет с ФРС. Да, если сильно вниз пойдут и клевер тоже хорошо провалится, еще можно будет докупить сегодня. Опять же, немного, только на 30 долларов. То есть постоянно по 30 долларов будем его откупать. Торгую я на бирже BingX. Вот ссылочка, переход на нашу биржу. У них четкий, честный график цены биткоина. Нету резких скачков. Они не выбивают стопы. То есть с ними удобно работать. Вот у многих из трейдеров, кто торгует, где бы вы ни торговали, большинство бирж выбивают стопы. То есть вы поставите стоп, биржа чаще всего она сходит, заберет ваш стоп и развернется. Так часто получается. На BingX я такого не замечал, у меня такого не было. Есть моменты, когда выбивают позицию, но это я сам просчитался, и мы пошли не в ту сторону. Ну, таких моментов бывает редко, да. Либо я по Атланту закрываю, если Атлант разворачивается, то есть взял позицию в шорт, например, да, вот здесь у нас, где Атлант развернулся, вот с этой области. Но здесь я позиции и отсюда еще открывал, то есть еще раньше, потому что у нас было касание верхней грани, ну, здесь было предположение, что мы пойдем вниз. И у нас здесь ТТ Атлант шорт предположил, да, и Атлант давал шорт. И мы как здесь зашли,
Я часть позиций закрывал, а остальные оставлял на предложение движения, пытался лонг где-то взять, у меня его потом выбило в безубыток, и провалились ниже, да, то есть шорт уже увеличивался в размере, и этот шорт сейчас еще